Какой интересный телескоп у тебя! Он очень старый? Да, этот телескоп раньше принадлежал моему дедушке. Правда? Сколько ему лет? Дедушка говорил, ему уже больше 50 лет. Ого, это почти как антиквариат. Да, мы вместе его реставрировали прошлым летом. Трудно было чинить такой старый предмет. Честно говоря, сначала было сложно. Много пыли и ржавчины. Но дедушка знает, как обращаться с такими вещами. Он работает с техникой? Или это его хобби? Это его хобби. Он всегда любил астрономию. А ты тоже интересуешься звездами и планетами? Да, мне это нравилось с детства. Особенно смотреть Луну. Лунные кратеры видны через этот телескоп? Да, очень хорошо видно. Можно даже различить горы. Ничего себе! Я никогда не смотрела в такой телескоп. Хочешь попробовать? Вечером луна будет как раз яркая. С удовольствием. А дедушка рассказывал что-нибудь интересное? Да, он говорил, что первый российский телескоп появился в XVIII веке. Вот это да! Не знала об этом. Наш телескоп похож на старые советские модели. Мне нравится, как он выглядит. Очень уютно здесь. Спасибо. Этот кабинет мы обустроили вместе с дедушкой. У вас тут много книг. Ты любишь читать про космос? Очень. Особенно истории про Юрия Гагарина и космонавтов. Да, он первый человек в космосе. Это гордость России. Верно. А еще мы иногда видим спутники через телескоп. Серьезно? Я думала, видно только звезды и Луну. Иногда видно ясные огоньки спутников на небе. Это очень увлекательно. Ты часто смотришь в телескоп? В последнее время почти каждую неделю с дедушкой. Мне бы хотелось к вам как-нибудь присоединиться. Буду рад. В следующий раз обязательно зови своих друзей. Лена, ты? Не верю своим глазам. Андрей, как давно мы не виделись. Как твои дела? У меня все хорошо. Работаю в Москве в компании IT. О, здорово. Я слышала, в IT много возможностей. Да, интересно. А ты чем занимаешься сейчас? Я переехала в Санкт-Петербург и работаю учителем. Учителем? Как здорово! Детям нравится твой стиль? Дети хорошие, хотя иногда бывает сложно. А помнишь, как мы вместе учились в школе? Конечно. Мы часто сидели на последней парте. Да, смеялись и мечтали о будущем. Время летит быстро. Ты часто ездишь домой, в Тверь? Редко, но на Новый год всегда бываю дома. У меня теперь есть собака. Ее зовут Шарик. Класс! Я всегда хотел собаку, но у меня кот.
коты такие независимые. Как его зовут? Барсик. Он очень ленивый и любит спать. А ты замужем? Нет, пока не замужем. А ты? Я женат. У меня сыну 3 года. Поздравляю! Как его зовут? Пётр, он очень любит рисовать. Как мило. В детстве я тоже любила рисовать. А ты отдыхаешь летом на море? Я была на Черном море, в Сочи. Очень понравилось. Сочи красивая и солнечная. Я там был 2 года назад. В Сочи даже зимой тепло. И много фруктов. Кстати, здесь кофе очень вкусный, как в Италии. Да, в кафе уютно. Я люблю такие места. Мы могли бы встречаться чаще, если ты не против. С удовольствием. Я рада, что мы встретились снова. Будет здорово вспомнить старые времена. Да, Андрей, давай не теряться снова. Привет, Сергей. Ты часто готовишь на барбекю? Привет, Анна. Да, я люблю барбекю летом. Я хочу купить свой первый барбекю. Можешь посоветовать? Конечно. Ты хочешь угольный или газовый гриль? Не знаю. Чем они отличаются? Угольный дает вкус дыма, но дольше разогревается. Газовый быстро греется, но вкус другой. Мне нравится вкус дыма. Угольный лучше? Для аромата — да, но уголь сложнее чистить. Часто ли нужно чистить барбекю? Лучше после каждого приготовления, чтобы не пригорало. Это сложно? Я не люблю убираться. Несложно. Главное — высыпать золу и мыть решетку. Газовый проще в уходе. Да, у газового меньше грязи. Надо только протирать. Сколько стоит газовый гриль? Средний — примерно 15 тысяч рублей. Угольный дешевле. Мне нужно много аксессуаров к барбекю. Основное — щипцы, щетка и перчатки для защиты. Нужно покупать термометр для мяса. Это удобно, чтобы мясо не было сырым или сухим. А что по безопасности? Я боюсь огня. Важно ставить гриль подальше от дома и растений. Нельзя оставлять гриль без присмотра. А дети могут быть рядом? Лучше, чтобы дети не подходили к горячему грилю. Мне сказали, что в Грузии любят шашлыки. Это похоже? Да, в Грузии готовят шашлыки на мангале. Очень вкусно. Мне интересно традиция барбекю в России. У нас часто делают шашлыки на даче летом. Моя бабушка в Калуге всегда готовит шашлык на майские. Это уже настоящая традиция. Ты можешь ее продолжить. Спасибо за советы, Сергей. Теперь я знаю, что выбрать. Пожалуйста, Анна. Если будут вопросы, звони. Обязательно. Пошли смотреть аксессуары для гриля.
Давай. Посмотрим щипцы и щетки для барбекю. Здравствуйте. Вы тоже ждете своего ребенка? Да, здравствуйте. Моя дочь сейчас на занятии. Мой сын тоже плавает. Его зовут Артём. Очень приятно. Мою дочку зовут Катя. Сколько лет Кате? Кате 8 лет. А Артему? Ему 9. Он очень любит плавание. Это хорошо. Катя начала заниматься только в этом году. Плавание очень полезно для здоровья. Согласна. А где учится Артем? Он учится в школе номер 25 здесь, в городе. Катя тоже ходит в эту школу? Как интересно. Может быть, они даже в одном классе. Возможно. А какие еще кружки посещает Артем? Он еще ходит на шахматы по пятницам. Катя занимается танцами. Мы стараемся все успевать. Организовать все непросто. Иногда устаем. Да, особенно когда работа и много дел дома. Кто помогает вам с расписанием? Муж помогает. Иногда бабушка забирает Катю. А на каникулах что будете делать? Хочется съездить на Черное море. Мы тоже планируем поехать на юг, в Сочи. Это здорово. Там красивые горы и море. В прошлом году мы ездили в Крым. Было здорово. Артём любит море? Очень. Он все время плавает и играет на пляже. Катя боится медуз, но любит строить замки из песка. Кстати, знаете ли вы, что плавание учит дисциплине? Да, тренер говорит, что важно быть пунктуальным. Детям полезно общаться с друзьями в бассейне. Согласна. А вы давно живете здесь, в городе? Уже 5 лет. Город мне очень нравится. И мне тоже. Здесь удобно и для семьи, и для детей. Привет. Как прошел твой первый рабочий день? Привет. День был интересным и немного волнительным. Ты хорошо выглядишь. Это новый костюм? Спасибо. Да, я специально купила его для работы. В нашем офисе дресс-код строгий. Нужно выглядеть официально. Да, тут многие носят классические костюмы. Во сколько ты пришла с утра? Я пришла в 8 часов 45 минут, чтобы не опоздать. Официально работа начинается в 9 часов. Хороший выбор. Лучше приехать чуть раньше. Как тебе коллектив? Приветливые коллеги? Очень. Меня все тепло встретили и показали офис. Моя наставница Марина очень доброжелательная. Марина — отличный специалист. С ней приятно работать. А что ты делала в обед? Мы с коллегами пошли в кафе недалеко от офиса. Я взяла борщ и пирожок. Очень вкусно. В Москве борщ часто подают с черным хлебом.
Ты привыкла к такому расписанию обеда? Вначале было непривычно. У меня раньше другая работа. Но здесь мне нравится. Обед всегда в 13 часов. Какие еще у нас есть рабочие традиции? Ты заметила? Утром все пьют кофе вместе на кухне. Это хороший способ познакомиться с коллегами. Ты уже попробовала наш фирменный кофе? Да, очень бодрит. Особенно утром. А как тебе рабочее место? Удобно? Да, у меня современный стол и хороший компьютер. Рядом стоит большая кружка для чая или кофе. Это хорошо. Важно чувствовать себя комфортно. Если будут вопросы, всегда обращайся. Спасибо. Мне приятно, что все готовы помочь. Я думаю, что мне понравится здесь работать. Здравствуйте. Какая красивая лодка у вас в руках. Здравствуйте. Это мой макет парусника. Я очень люблю море. Вы сами ходите под парусом? Да, у меня есть настоящий парусник. Я часто плаваю летом. Это интересно. Какой ветер лучше для плавания? Лучше всего, когда небольшой ровный ветер, не слишком сильный. Я слышал, что сильный ветер может быть опасен. Да, шторм — это всегда риск. Поэтому важно знать правила безопасности. Какие есть правила безопасности на паруснике? Всегда нужно надевать спасательный жилет. Еще важно проверять погоду и не плавать одному. А какие есть основные части парусника? Главные части — мачта, парус, корпус и руль. На что похож руль на паруснике? Он похож на большой круг или ручку, чтобы управлять лодкой. Вы сами управляете парусником? Или с друзьями? Иногда с друзьями, иногда одна. Но вместе всегда веселее. Тяжело научиться управлять. Вначале сложно, но потом становится легче. Главное учиться делать повороты и правильно ставить парус. Что самое важное во время маневров? Точно знать, откуда дует ветер, и координировать движение. Как называется смена направления парусника? Это называется поворот или галс. Нужно ли много оборудования на паруснике? Да, есть якорь, компас, спасательные круги, аптечка. А сколько времени занимает подготовка перед выходом в море? Обычно около 30 минут, если готов все заранее. Вы когда-нибудь видели дельфинов с парусника? Да, иногда летом, дельфины рядом с лодкой. Очень красиво. Наверное, это незабываемо. Да, море всегда удивляет. В России много морей и рек. Спасибо, Мария. Вы рассказали много интересного. Пожалуйста,
Если хотите, могу показать свой парусник поближе. Очень хотелось бы. Мне всегда было интересно посмотреть. Здравствуйте. Я только что увидел фламинго на озере. Добрый день. Очень здорово. Фламинго прилетели недавно. Я не знал, что в России бывают фламинго. Да, они прилетают сюда во время миграции, весной и осенью. Куда они летят после этого? Они летят дальше на юг, в Африку или Индию. А почему они останавливаются именно здесь? У нас много еды и тихая защита от хищников. Значит, им здесь безопасно? Да, это охраняемая природная зона. Я вижу, тут есть наблюдательная площадка. Очень удобно. Да, люди могут наблюдать за птицами, не мешая им. Мне нравится, что здесь чисто и спокойно. Мы стараемся беречь природу. Волонтеры помогают нам. Можно ли фотографировать фламинго? Да, но лучше не подходить близко и не шуметь. Понял, спасибо. А сколько всего фламинго прилетает? Иногда около 200 птиц. Это зависит от года. Как долго они здесь остаются? Обычно месяц-два, пока озеро не замерзнет. А чем они питаются здесь? Они любят мелких рачков и водоросли. Спасибо, очень интересно. У них необычный розовый цвет. Да, цвет появляется из-за пищи с каротином. Я читал, что фламинго живут большими группами. Это правда. Так они чувствуют себя в безопасности. А в России часто видят фламинго. Не очень. Основные места — юг, Астрахань, Калмыкия. Я из Москвы. Для меня это необычная встреча. Для многих туристов тоже. Фламинго — редкие гости. У вас очень красиво. Приятно отдыхать здесь. Спасибо. Мы рады гостям, которые любят природу. Я обязательно расскажу друзьям об этом месте. Большое спасибо. Приезжайте к нам еще. Привет, Ольга. Почему ты так светишься сегодня? Привет, Илья. Я ночевала в маяке на выходных. Маяк? Это звучит очень необычно. Где он находится? Это недалеко от Калининграда, прямо на берегу моря. Вау. Я даже не знал, что маяки бывают отелями. Да, этот маяк переделали в маленький уютный отель. Там круглая комната с большим морским окном. Ты видела море всю ночь? Да, даже ночью я смотрела на волны и огни кораблей. Как интересно. Ты не боялась? Немного. Было тихо, только шум моря и ветер. Но была приятная атмосфера и много света внутри. И как тебе кровать?
Не качалась, как на корабле? Нет, все было устойчиво и очень комфортно. А утром я пила чай и смотрела на рассвет. Это так романтично. Ты была там одна? Да, решила немного отдохнуть одна и подумать. Есть ли в маяке что-то особенное для гостей? Да, там много предметов с морской историей. К примеру, возле окна находились старый компас и штурвал. Очень атмосферно. Можно подняться наверх маяка? Да, есть лестница, и вид сверху просто потрясающий. Как ты забронировала этот необычный номер? Через сайт отеля. Там есть фотографии всех комнат. Я не думал, что в России такие отели существуют. Это новый тренд, чтобы туристы могли видеть маяки внутри. В некоторых странах старые маяки часто превращают в отели. Я бы тоже хотел там переночевать. Наверное, это здорово. Обязательно попробуй. Это незабываемо и очень спокойно. Спасибо, что рассказала. Теперь у меня есть мечта. Если поедешь, советую взять с собой хорошую книгу. Да, идеальное место для чтения под шум волн. И, конечно, фотоаппарат. Виды потрясающие. Спасибо за совет, Ольга. Ты всегда находишь что-то новое. Виктор, как тебе прогулка по лесу сегодня? Очень нравится, Оля. Природа такая спокойная. Я заметила, что ты внимательно ищешь что-то на земле. Да, я смотрю на грибы. Недавно начал ими увлекаться. Правда? А почему вдруг? Один раз ходил в поход с друзьями из Петербурга. Они много знали о грибах. Показали мне разные виды. И сразу появилось желание собирать грибы самому? Да, это оказалось интересно и немного похоже на охоту. Но как узнать, какие грибы можно собирать, а какие нет? Есть специальные книги определители грибов. И еще я смотрел видео на YouTube. Там тоже много советов. Молодец! Но все равно надо быть осторожным. Конечно, я собираю только те грибы, которые хорошо знаю. Например, белый гриб, подберезовик или лисички. Да, особенно лисички. Они красивые и вкусные. А сколько видов грибов ты уже знаешь? Примерно 10. Но хочу узнать еще больше. В детстве я ходила в лес с бабушкой собирать грибы. Она всегда говорила: «Не бери незнакомый гриб». Это хорошее правило. В России много разных грибов. Ты пробовал что-то готовить из собранных грибов? Да, делал жаркое и грибной суп. Получается очень вкусно. Мне тоже нравится грибной суп. Добавляешь картошку? Обязательно.
и немного укропа для аромата. А знаешь, в России даже проводят фестивали грибов. Правда? Я бы с удовольствием туда сходил. В прошлом году в Пскове был большой праздник грибов. Интересно. Там, наверное, можно попробовать много блюд. Да, и еще показывают, как правильно собирать грибы. Здорово. Спасибо, Оля, что посоветовала прогуляться здесь. Мне приятно. Давай соберем еще немного грибов для супа. Давай. Может, найдем что-то необычное в этой поляне. Привет, Иван! Как твои дела сегодня? Здравствуйте, Ольга. Все хорошо, спасибо. А у вас? У меня тоже все отлично. Посмотри, что у меня есть. Какая красивая корзина. Свежие овощи? Да, это Мария Ивановна принесла из своего огорода. Какая она молодец. Всегда заботится о соседях. Она часто приносит нам морковь, помидоры и огурцы. Я люблю домашние помидоры. Они очень вкусные. Да, а аромат домашних огурцов просто чудесный. Мария Ивановна говорит, что выращивает все без химии. Это важно. Полезно для здоровья всей семьи. Она всегда улыбается и желает хорошего дня. Я заметил. Она очень добрый и приятный человек. В деревнях России часто помогают друг другу. Это правда. У нас в Костроме так же было. Вы тоже выращивали овощи в детстве? Да, у родителей был небольшой огород у дома. Какие овощи вам нравятся больше всего? Мне нравится картофель и морковь. Картофель — это почти второй хлеб для русских. Согласен. А вы любите готовить из свежих овощей? Очень. Летом делаю салаты, зимой борщ. Борщ — это классика. Мария Ивановна тоже варит борщ? Да, она делится рецептами и советами по огороду. У меня есть пара семян. Могу поделиться с ней. Ей будет приятно. Она любит пробовать новые. В огороде всегда много работы. Но это радость. Точно. И свежие овощи — награда за труд. Спасибо, что поговорили со мной, Иван. Спасибо вам, Ольга. Хорошего вам вечера. И вам приятного отдыха. До свидания. До свидания, Ольга.